Добрый день! В этом видеоуроке я хочу вам показать, как слепить вот такие подснежники без специальных инструментов. Меня зовут Наталья, вы на канале Красоту творить легко, и мы начинаем. Для этого нам понадобится белая глина. Для серединки нам понадобится 24-я проволока с небольшой петелечкой на конце. Также желтая глина. Берем небольшой кусочек желтой глины. Наносим клей. И как бы накатываем на нашу петелечку. Слегка вытягивая, чтобы вот в этой вот части, в самой крайней, не было у нас проволоки. Теперь ножничками разрезаем на 4 части. То есть напополам. И еще раз напополам. Этого достаточно будет для серединки. Все, теперь переходим к лепесткам. Лепестки, конечно же, из белой глины. В белую глину нужно замешать немножко белил цинковых. Почему цинковых? Потому что они имеют не такую укрывистость. Про укрывистость вот я говорю в ролике по покраске лепестка пиона. Просто есть белила еще титановые, они слишком забивают краску. Итак, нам нужна белая глина. Так как мы будем делать все без специальных инструментов, нам нужно будет небольшой кусочек. Раскатываем в капельку, приплющиваем. И теперь либо зубочисткой, либо стеком делаем вот такое вот углубление. Придавливаем пальчиками, как сердечко, только вытянутое. И теперь нам нужно немножечко раскатать эту сторону, эту и немножечко посерединке. Чтобы избежать вот таких вот отпечатков ладошки, можно использовать губку. Я вот брала губку, обтянула ее пленкой, чтобы просто не прилипала. Если катать на губке, тогда не будет отпечатка ладони, будет все гладенько. На этом этапе мы можем приклеить к серединке наши маленькие лепесточки. Можно нанести зубочисткой. И приклеить. Вот я уже слепила. Видите, здесь, когда работаете без инструмента, самое главное как бы соблюдать форму, чтобы лепестки были более-менее одинаковой величины и формы. Все, прокатываем. Немножко дать подсохнуть, потому что, видите, это очень свежий лепесток. И немножко как бы не держит сейчас форму. Вот такая серединка. Теперь нам нужно покрасить серединку. Минимальная покраска у подснежника. Вот здесь наносим чуть-чуть зеленой краски. Это можно сделать тонкой кисточкой, можно даже зубочисткой сделать. Вот немножко макаете в краску и вот так вот штрихообразными движениями наносите краску. Вот такие. И теперь нам нужно сделать вот эти вот большие лепестки. Вот наша серединка. Делаем большой лепесток. Точно так мы берем нашу белую глину, теперь уже чуть-чуть побольше, катаем каплю, тоже приплющиваем ее. И здесь раскатка у нас идет как бы по краю лепестка.
Мы немножко его как закручиваем, тем самым истончая край. Опять-таки это можно сделать все, лепесток у нас готов. Готов, я тоже сделала вот предыдущие 3. Здесь еще один немаловажный факт. Когда вы покрасите вот здесь зеленой краской, нужно некоторое время, чтобы эта краска высохла, чтобы она не запачкала вот эти вот белые лепестки. Кстати, подснежник такой уникальный цветок, вроде несмотря на его хрупкость, он может выдерживать минус 10 мороза. Один из первых цветочков, который появляется весной. Вот здесь, когда у вас будет красочка, высохшая уже, второй слой лепесточка. Можно немножко вот раздвинуть их вот так, смотря как высохнут. Все, на этом цветочек наш готов. Дальше нам нужно сделать стебелек, вот этот маленький листочек. Все это делается тоже очень просто. Дальше нам понадобится зеленая краска уже. Делайте ее не очень яркую, потому что эти цветы не обладают такой вот яркостью большой. Делаем шарик. Шарик. И опять-таки либо зубочисткой, либо стеком. Немножко прокатываем его, чтобы была такая вот форма. Промазываем наш цветочек клеем. И вот так вот одеваем. Одеваем и прикатываем немножко. Дальше у нас небольшой участок будет стебля. То же самое наносим клей. И зеленую глину немножко прикатываем. Здесь небольшой участочек нам нужен, потому что он будет дальше закрываться этим лепесточком. Дальше, после подсыхания, мы можем немножко изогнуть наш цветок. И сюда из чистой глины, у меня вот Modern Clay, не крашеной. Самое главное не крашеная, потому что она даст прозрачность. Мы берем и катаем вот этот вот маленький листочек. Он должен быть прозрачный. Здесь важна вот такая форма, потому что он довольно остренький. Мы его приплющиваем. И опять-таки на губке можно его раскатать. Немножко вот придав такую форму, можно даже немножко его помять. Потому что он, наверное, один из самых нежных листочков. Все, мы его приклеили. Наша задача дальше обкатать стебелечек. Можно обкатать стебель вот до этого уровня, и тогда мы листочек дальше сделаем. Катать удобно частями, потому что
когда тоненькая проволочка, неудобно катать большие участки. Наносим и вот так вот растягиваем как бы глинку нашу по проволочке. Если у вас получились неровности, то можно замыть обычной водой. Здесь обычная вода. Наносите на пальчики и вот прокатываете. Выравниваете стебелек вот такими движениями. Оставляем подсыхать наш цветочек. Можно его повесить вот так, подсыхать. И теперь листочек. То же самое, зеленая наша глина. Это при условии, если у вас абсолютно нет никаких инструментов для подснежника. Признаюсь честно, у меня их тоже не было, хотя я и леплю уже достаточно долго. Но как-то вот на подснежник у меня не было инструментов. Я имею в виду ни вайнеров, ни катеров. Делаем вот так. Наш листочек. Можно сделать несколько, можно сделать подлиннее, покороче его. И приклеиваем к нашему подснежнику. Я думаю, что дальнейшие действия понятны. Нам осталось прокатать лишь участочек небольшой вот внизу. Можно сделать его, конечно, подлиннее. Потом повернуть наш цветочек, но это когда уже он будет просохший. Дальше можно подтонировать. Видите, здесь я затонировала наш листочек, чтобы он как-то отделялся у нас от цветка. И дальше либо прокатываете ножку и дальше фиксируйте. Вот здесь они у меня именно так сделаны. Оставлена проволока и зафиксирована в горшочке. На этом все. Не забывайте, что красоту творить легко. До новых встреч!